Незнакомая огромная машина. Это была мечта, не каждому доступная. В Питер, на трешке, на «Жигулях». Это же какое было путешествие. Красота-то такая какая. А, Коль? А дорога серую лентою вьется. Привет, друзья мои. Сегодня нам предстоит увлекательнейшее путешествие из Москвы в Санкт-Петербург на только что вышедшей новой модификации внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Попутчиком моим будет, прошу любить и жаловать, Николай Николаевич. Ровно 28 лет назад мы с ним начали делать программу «СМАК». Я в качестве человека в кадре, а он в качестве человека за кадром, продюсера. Вот делаем до сих пор. Теперь решили попробовать прокатиться на новой машине. Мы отправляемся в путь, и сейчас нам надо получить машину. Я думаю, что дело не хитрое. Пошли? Пойдем. Добрый день. Привет. Здравствуйте. Здесь выдают на тест новую замечательную машину, нет? Все верно, обратились по адресу. Решите водительское удостоверение ваше? Застраховано все, да? Конечно, автомобиль застрахован по КАСКО, по ОСАГО. Эта доверенность выдана сроком до 20-го. Надеюсь, успеете. Не успеете, позвоните Успеем. факсом новую отправим вам. Вдруг у вас там в Карелию Загуляем. затянет туда. Уже вот мы уже подумали, Вот, что надо а в Карелии мы деревеньку ездили. заехать, где-нибудь там калиток поесть. Да в Питере пить. Андрей, все, что мы сейчас делаем с вами тут на месте, можно сделать намного быстрее в нашем приложении «Рольф». Там не только можно посмотреть машины из каталога, но и записаться на тест-драйв. И если все понравилось, купить машину. Кстати, приложение очень органичное и удобное в использовании. В следующий раз, если захотите протестировать какой-либо автомобиль, все бюрократические процедуры и запись на тест-драйв вы сможете сделать, не выходя из дома, и просто приехать уже за готовым автомобилем к нам в салон «Рольф». Погнали! Погнали. Так, надо пристегнуться. Достаточно удобно расположены все кнопки на руле. Сам руль с подогревом. Удобно регулируется. Спидометр полностью электронный. Вот эта кнопочка, кстати, прикольная. Что это такое? Камеры обзора. Вот это добавлять скорость. Дистанцию можно установить до автомобиля. Он будет автоматически притормаживать и трогаться. Полный привод. Привод на задние колеса. Режим по бездорожью. Когда совсем попал уже в тяжелые условия дорожные, в грязь. Зверь! Какая машина, а? Так, Андрей Вадимович, ты этого хотел? Получи! Кстати, если возникают вопросы по поводу движения и применения вот этих режимов полного привода, то можно в онлайн-режиме задать вопросы по этому приложению и все получить. Есть тут режим CarPlay, можно с телефона подключиться и получишь навигацию, все, что в телефоне, выведем прямо, будет выведено на экран. Здесь есть 220 вольт розетка, если там, допустим, можно будет подключить там или подзарядить планшет или компьютер, ноутбук. Первое впечатление, что дизель очень тихо работает. И Это тяговитый. удивительно. Тяговитый. Я бы не сказал, что это дизель, вот по звуку. Ну, знаешь, сейчас современные дизели вообще, они гораздо более и экономичные, и мощные, и тихие. Я сразу вспоминаю, когда первые Pajero появились в Москве, один мой приятель купил, конечно, все рассматривали. Незнакомая огромная машина. Его остановил гаишник, сказал гениальную фразу. Он сказал: вы ко мне спуститесь или мне к вам подняться? Я вообще помню, когда только появились эти Pajero Sport, это была мечта. Не каждому доступная совершенно. Когда же были бэушные, все приезжали к нам. По-моему, тогда даже не было автосалонов этих. Все же были такие, да? Ну, конечно. С пробегами там 100-200 тысяч. Ну, У меня у нас... сейчас ностальгические воспоминания. В Питер, на трешке, на «Жигулях». Это же какое было путешествие. У меня вообще был первый автомобиль Запорожец такой, горбатый, красненький. Вот. Вернее, он сначала был не красный,
А я его просто красным покрасил. А тогда было легко было, можно было прийти, вписать цвет. Акварелью. Да, А вот скажи, Коля, да, ты любишь запах нового автомобиля? конечно. Из чего он состоит? Мне кажется, что тут запах мечты. Вот, запах нового автомобиля, это запах мечты. Осуществившийся мечты, Да, да. понимаешь? Я тебе вспоминаю тоже запах своего автомобиля. Там был бензинчик замешан чуть-чуть, да, там масло подгоревшее. Потому что все время там, особенно у Запорожца, у него же двигатель был... Из вентилятора пахло мокрыми тряпками. А у Запорожца с воздушного охлаждения там такой моторчик. Он там все время был в масле, там в пыли. Особый тоже аромат добавлялся. Тогда главное, что ни аллергии не было ни на пыль, ни на масло, ни на что, ни на дым. Сегодня, кстати, в Питере, вот мы сейчас с тобой едем, а там будет матч нашей сборной Коля, по футболу. в Питере будет концерт «Машина времени», куда я должен приехать вовремя. Ну, я, Все остальное меня да, мало я уверен, интересует. что этот автомобиль нас не подведет, и мы приедем вовремя. Главное, чтобы ты меня не подвел. А я уж постараюсь. У нас на борту написано 30 лет Mitsubishi в России. Это значит, в 91 году появилась, да? Ну да. Офигеть. Так, а еще и не просто 30 лет Mitsubishi в России. Совпадает еще и с 30-летием компании «Рольф». Потому что «Рольф», оказывается, одна из самых лучших дилерских сетей в России. Самая большая. И в этом сервисе покупал я себе машину. Покупал мой брат в Петербурге, в дилерском центре Витебский, Mitsubishi Pajero Sport, предыдущий. У них же не только Mitsubishi, да? «Рольф», конечно, да. Там очень много других марок. Вообще достаточно крутая, развитая и популярная сеть автосалонов. Кстати, моя жена первая, Наташа, покупала тоже в «Рольфе» по моей рекомендации. Не, ну они очень четко работают. Вот, в частности, когда я 2 года назад покупала себе автомобиль, ну, прямо вот менеджер в меня так вцепился, что я просто вот даже не мог отказать. Он прямо четко, блин, это просто профессионально было так. Да и сервис у них абсолютно. Кстати, звонят, спрашивают, как машина, как прошло ТО. Интересуются. Вообще дорожат своим именем. Это правда. Валдайская возвышенность. Сказочные места. Какая река здесь берет начало? Ну, конечно, Волга. Это А не же- Москва-река? И Москва-река. Тоже. А может, какая-нибудь одна из двух? Ну, Волга точно. Ну что так, сидишь, есть ощущение такого трона. Высоко так сидишь, Да. далеко глядишь. А видел, кстати, они фары подняли высоко как. Там вообще какая-то новая оптика. Они выше стоят, чем обычно. Это вообще, да. Ну, Для мне плохих кажется, дорог это очень хорошо, это удобно. конечно, да. А вообще, оказывается, этот автомобиль Mitsubishi Pajero Sport в 2021 году как лучший автомобиль года признан. Да? Да. Ну вот 135 идет незаметно совершенно. Я бы сказал, прет как танк. В танке бы ты 135 заметил, Не пошел я тебе бы, да? уверяю, да. И вот то, что она рамная, да, тут на хорошей скоростной дороге не ощущается. Просто вот знание того, что здесь рамы, придает уверенности в себе. Вот я еще, знаешь, что люблю? Вот в Мерседесе, например, руль крутится вот мизинцем. Ага. А, скажем, в BMW ты все-таки маленькая, но усилия прикладываешь. Так. И это дает кайф. Вот легчайшее специально выстроенное сопротивление. Здесь то же самое. Вот ты все-таки ощущаешь его, как, понимаешь, да? Ты, конечно, хорошо. Ты Не сопля. Чувствуешь машину, а не то, Да, не да, то, что вот там, она да, вот там вот легко эта сама история. за тебя рулит. Здесь надо поработать чуть-чуть. Причем не то, что это тяжело физически, а И это вот даже именно удовольствие именно дает, для да? кайфа. Да, для удовольствия. Жаль, что у нас нет так времени
Все-таки хотелось бы в Торжок заехать, посмотреть, какой он. И это Красивый. должно быть совсем другое путешествие, которое не имеет конечной цели, не ограничено во времени. Увидел съезд в какой-нибудь городок, а давай заедем поглядим. Это кайф. Это кайф. А давно у тебя такое было? Возможно. Недавно Так, расскажи. я жене показывал города Золотого кольца. И вот ты ехал, и мог в любой момент повернуть куда хотел. Да, мы Ну, поехали. расскажи. Мы Что вы поехали в Ростов Великий, а по дороге смотрим Переславль-Залесский. Я вспомнил, что я там студентом проходил практику, обмерял монастыри. Страшное было запустение, захолустье, пьяные мужики какие-то. Приехали, чистенький городок, все отреставрировано. Какие-то гостинички работают, ресторанчики. Домики. Красота всё невероятная. Почищены, подреставрированы. Да, вылизаны. молодцы. Очень Нет, красиво. они вот все это кольцо сейчас их привели в порядок, это здорово. А у нас вот с моей женой Сашей есть домик в Костромской области, в Щелыково. Там, где музей, литературный заповедник Александра Николаевича Островского. И мы очень часто проезжаем Переслав-Залесский. И там есть еще Шплещеево озеро, в Конечно, котором ряпушка водится. конечно. И во И всех обязательно ресторанах ресторанчик, да, копченую тряпочку. продают Да, и да, жареную. да, Прекрасно. А я все хочу съездить туда поохотиться, поплавать, но, Ага. во-первых, там надо места знать, потом надо лодку иметь, оно огромное все-таки. И такое достаточно, оно буйное. Оно Там, когда ветер, шторм даже бывает. бывает. Вот точно вот сейчас началась Шоша. Вот то это место. Шоша. Вот, смотри, да. смотри, как слева. Ничего себе, такой разлив. А это соединение Шоши и Волги. А вот прям вот надпись, смотри. Хорошая. Я еще в школе, когда нет. В школе, конечно, это собрал. А Ага. когда я купил первую машину, это был 80-й год. Вот я сюда ездил на рыбалку. Брал резиновую лодочку по старой трассе. Да, вон она. Там не было никаких Вон она этих справа, ограждений, не было. Прям я съезжал на обочину, надувал лодочку. Раз так в травку выехал и плотвичку ловил. На 9 мая ездил регулярно. Наслаждение было. Потом я виалил. Потом ребят угощал. У меня тоже есть с этим местом свои очень теплые, к сожалению, такие немного грустные воспоминания. Я подъезжал тоже по старой Ленинградке, буквально перед Шошей, там, где они вот, там деревня Мелково. Мелкого и Новомелкого есть. И Мелкого, Я там знаю. парковал машину у бабушки одной, и меня встречал мой друг Сережа Супонев. Летом он меня встречал на лодочке, ну, чуть-чуть не на резиновой, с моторчиком, и вез к себе в деревеньку на той стороне уже реки, и там, по-моему, уже как раз Волга. И мы там у него гостили, вообще чудесно проводили время. Он к нам приходил с тобой, в СМАКе же у Я нас его был, помню господи. прекрасно. Надо будет, кстати, взять и программку эту, да, вспомнить. Надо найти. Сдается мне, красный командир, что ты к этой машинке присматриваешься. Знаешь почему? Ты меня с трассы Ну, свез на какой-то проселок вокруг Торжка. И сейчас, скорее всего, собака свернешь в лес, чтобы проверить ее боевые качества. Где я не прав? а ты догадлив, Парамоша. Ну тогда вот сюда давай. Смотри, прямо на ходу я тебя включаю второй мост. Прямо на ходу. Да. И проверяем его внедорожные качества этого автомобиля. Да-да. Ух ты, началась прямо... Ой. Давай попробуем. Ну давай. Ты сам предложил. Заметь. Прыгать-то особо не Заметь, надо. ты сам предложил. Нет, это ты хотел, сволочь. Зверь. Какая машина, а? Ты видел? Какая у него проходимость. Как мы, блин, тут по бездорожью. Проверим все его ездовые качества. Проверим его. Ты уже накатался по бездорожью, нет? Да, ну как, еще
немного. Я верю в то, что мы найдем А что ты ищешь? то самое живописное место, где... Да здесь кругом живописи до хрена. Ну хорошо, ну тут же не остановишься дороги. Давай уже все-таки приедем. Я видел там на карте, что там будет озеро. Давай Озеро? попробуем. Давай попробуем к озеру подобраться. Столько трудностей преодолели. Вся машина в грязи. Наш человек, если захочет трудности, он их обязательно найдет. Вот мы их и нашли с тобой. А еще обратно, а мне в Питер. Сейчас. Я же тебе говорю, что я тебя не подведу. А машина уже точно не подведет. Мы ее проверили на самые трудные обстоятельства. Ведет себя хорошо. А ты готов со мной ездить? Тогда возьму. С тобой, милый, я готов на все. Ну что ж, тогда у нас могут скоро Чуть камера не отлетела. поменяться планы. Мы с тобой будем снимать программу о путешествиях. Оу, Причем по самым таким красивым российским местам. на По старости. бездорожью. На старости-то лет. Ну а почему нет? Мы сейчас будем пить настоящий кофе. Газовая горелочка. Сказка. Скажите мне, какая страна является родиной кофе? Естественно, Эфиопия. Молодец, ответ верный. И у меня было такое ощущение, что они не знали, как изначально не знали, как его правильно использовать в нашем понимании. Сначала они сырые зерна потребляли, потом просто ели, потому что в воде его пытались размягчить. Потом начали каким-то образом толочь. Потом поняли, что для того, чтобы растолочь, ее надо как следует высушить. А потом, видимо, эмпирическим путем пришли к тому, что если его еще и обжарить, Да. то получается аромат. Моя жена Инат, Так. которая очень любит путешествовать по диким тропам Эфиопии, привозит кофе оттуда. У них довольно специфический способ варки. Во-первых, как ты видишь, он не так мелко смолот, как мы привыкли, скажем, когда мы делаем эспрессо, да? Да, крупный Они полок. его кладут в глиняные такие кувшины с узкими горлами и варят. То есть он довольно какое-то время большое кипит на огне. Так вот, кофе действительно родом из Эфиопии, и даже название кофе родилось от провинции Кафа. Это одна из провинций Эфиопии. И кофе попало в Турцию, и турки сделали его популярным. Собственно, все это кофе по-турецки, вот это на самом деле уже вторичный продукт, понимаешь, да? Сейчас пошла особая мода вот пить зеленый кофе. Во-первых, его крайне сложно смолоть. Во-вторых, несмотря на то, что говорят, что он от всех болезней жутко полезен, я лично на себе не проверял. Меня вот однажды мои знакомые пригласили, мы были в Милане, и они пригласили в Starbucks. Я удивился, что там, что такого удивительного в Starbucks. И оказывается, это на самом деле самый дорогой и самый уникальный Starbucks в мире. В чем там В фишка? центре Милана, возле Домского собора, было старинное здание почты. Так. Очень дорогое, красивое, огромнейшее, работающее здание, работающее заведение. И вот Starbucks его выкупил, Так. оставил в качестве музейного экспоната оборудование, когда там сортировали письма, например, там конверты и почту. А потом в большом огромном зале поставили столы, поставили такие барные стойки. Ну, это просто Стоит просто историческое метрдотель, здание, да? официанты крутые, и столики, и там не просто Starbucks, вот, который в пластиковых Ну этих, да. да, а вот прямо вот тебя спрашивают, как бы вы хотели, вот всякие разные эфиопские варианты кофе, всевозможные. Варю кофе без сахара, но могу поделиться с тобой Давай. своими любимыми мармеладками. Ты знаешь, очень мало от советских времен, от давних советских времен сохранилось сладостей. Вот эти вот лимонные и апельсинные дольки. Ой, супер. Причем именно эти. А в каких коробочках? Они, у тебя нет, они не в были? таких. Это дорожная коробочка. Не, Коробочка ну, у них такая розовенькая. Я знаю. Вот. Это то, что я страшно люблю. Бери вот за Так. это дело. За резиночку О. можно. А я возьму за ручечки.
Красота-то такая какая. А, Коль? Теперь наша задача выехать на трассу, потом как можно скорее попасть на Плотно и успеть в Питер к началу концерта, а то получится форменное свинство. А дорога серую лентою вьется, залито дождем смотровое стекло. И не страшны ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и косогор, чтобы не пришлось любимой плакать. Крепче за баранку держись, шофер. Крепче за шоферку держись, баран. Мы не опаздываем никуда. Ну, кроме что, может быть, на твой концерт в Я Санкт-Петербург. тебе сейчас пошучу. Один так шутил. Так, и что с ним было? Дали ему по соплям, больше не шутит. Все. Хорошо, что у меня наспорт прошел. Не почему давать. Слушай, за последнее время так цены выросли на автомобили. И я вот с удивлением, вот то, что я тебе говорил, 2 миллиона 879 тысяч эта машина стоит. Ну, согласись, что недорого. Что касается выросших цен, Коля, надо понимать, что они цены на все растут, а деньги постепенно обесцениваются. А у меня было такое ощущение, когда вот так называемые вертолетные деньги, хотя наше правительство не очень-то сильно хотело их раздавать, но все равно выпустило же какую-то часть, да? 100%, а экономика стояла. Наверняка же они. Так это не только у нас, во всем мире. Причем, ты понимаешь, у нас денежной массы, конечно. там с 60-х годов 2 раза проводили девальвацию, да? А, скажем, в Америке не проводили. Но доллар примерно с одной скоростью, очень плавно и весьма быстро при этом дешевеет. Потому что я сравниваю цены там 20-летней давности, 50-летней давности. Понимаешь? И ты себе не представляешь, какая разница? В разы, в десятки раз. То есть то, что у нас было скачками, у них это такое одной наклонной, да. Въезжаем в наш прекрасный город Питер. Доставил тебя, как и обещал. Уважаемые граждане-экскурсанты, основы города Санкт-Петербурга были заложены Петром I, как вы понимаете. То есть были проложены основные Невская перспектива, то есть Невский проспект, который идет от Дворцовой площади и простирается на 3 километра. Надо вам сказать, что 3 километра – это оптимальное расстояние прямой улицы, потому что именно вот эта длина позволяет ей сойтись практически в точку на горизонте. Но наиболее красивые здания были построены здесь все-таки, пожалуй, в начале XIX века в стиле русский классицизм, когда барокко уже отошло. В стиле барокко здесь много строил русский архитектор Варфоломей Варфоломеевич Растрелли. Пусть вас не пугает его итальянская фамилия. А русский классицизм – это Стасов, это Воронихин, который построил Казанский собор. И немногие знают, что он достроен только наполовину, потому что началась война с Наполеоном, государству пришлось экономить средства. Так что вот эта вот колоннада, которая выходит на Невский проспект, она построена, а сзади должна была быть симметричная такая же. Ее нет. Присаживайтесь, пожалуйста. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Рад с вами познакомиться. Очень приятно. Как добрались до нас? Чудесно. Это хорошо. Я задумался о приобретении
И, в принципе, у меня появилась такая мысль. Будем называть это моей мечтой. Давайте договариваться. Если дадите хорошие условия, почему нет? Конечно, да. Как нам лучше поступить? Давайте мы вам такси вызовем на концерт. Не знаю, как хотите, но мы, в принципе, готовы. Если нам дадите нам этот же автомобиль, мы на нем Конечно, доедем, конечно. а потом вам попозже его вернем. Все сделаем в лучшем виде. Прекрасно. Ключики Ага. небольшие. Спасибо. Надеюсь, вас автомобиль будет в дальнейшем радовать. Позвольте вам сделать маленький подарок. Это исторический фартук. Спасибо большое. 28 лет программной видео. Вот видишь, нету, между прочим, рекламных растяжек, которые очень сильно портят вид города. Надо сказать, что это заслуга нашего с тобой товарища Александра Яковлевича Розенбаума, потому что, когда он был депутатом, он массу сил приложил к тому, чтобы все эти растяжки убрать. Вот я тебе скажу, Коля, в чем с точки зрения красоты у Питера колоссальное преимущество. Питер строился, центр во всяком случае, по единому архитектурному замыслу, как и лучшие города Европы, как Париж, например. Но у меня полное ощущение, что это один из самых красивейших городов мира. И, кстати, как обещал, мы не опаздываем. Через 20 минут саундчек начинается. Спасибо, Николай Николаевич. Довез в целостности и сохранностности. Как я обещал. На концерт Видишь? идешь? Иду. Ура! Тогда Иду. подходи к 6:30. Тебе спасибо за отличную компанию. Все, пока. То есть, Там. что пока, не прощаюсь. Все, увидимся на концерте. На небесном пару выпал нам с тобой билет. Он уходит на восход, туда, где свет рождает свет. Свет. А я тоже попал на концерт.